Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Тема этого ролика – краткосрочный прогноз доллара к рублю. Примерно до апреля-мая 2023 года и среднесрочный прогноз на период примерно до 3-4 квартала 2023 года. Но прежде прокомментирую ситуацию по золоту и нефти. Золото подтвердило мои слова из прошлого ролика, что пробой вниз минимума недели 23-27 января был очень сильным сигналом начала коррекции золота вниз. После локального роста с ноября 2022 года. Напомню, что движение золота среднесрочное мы трактуем как колебания в рамках бокового коррективного движения со второй половины 2020 года по настоящее время, то есть последние 2-3 года. Окончание этой коррективной волны я ожидаю во второй половине 2023 года через формирование двух локальных минимумов в диапазоне 1750-1800 долларов. Примерно в июле-сентябре 2023 и в декабре 2023 и январе 2024 года. То есть два таких минимума. Июль-сентябрь и декабрь-январь. Движение золота в этот период, скорее всего, будет ближе к сходящимся спорадическим колебаниям, примерно похожим на колебания второй половины 2021 года. Но до этого я еще ожидаю локального минимума золота в первой половине-середине марта, примерно в области 1750-1800 долларов. И локального максимума в конце марта, начале апреля в области 1920-2000 долларов. Очень сильным сигналом продолжения коррекции вниз к области 1750-1800 будет пробой минимума недели 30 января 3 февраля, то есть прошлой недели. Минимум этот находится в 1861,3 доллара. Характер движения в ближайшие пару кварталов – это четвертые волны в четвертых волнах. Хуже сочетания придумать невозможно. Основная стратегия – корректировка позиций вблизи границ диапазона 1720-1920 и ожидание сужения колебаний ко второй половине года. И формирование новых критериев среднесрочного роста или падения золота. В нефти комментарий и среднесрочный прогноз прошлого ролика оставлю без изменений. В лайте я продолжаю ожидать завершения коррекции примерно в апреле в области 65-68 долларов за баррель. И Брента тоже в апреле, но в области чуть пошире, 65-73 доллара. Нефть подробно мы будем смотреть чуть позже, но забегая вперед скажу, что подвал нефти с начала 2022 года по настоящее время это лишь коррекция первой фазы роста, которая происходила с 2020 по 2022 год. И в ближайшие несколько лет с очень высокой вероятностью я ожидаю больших чудес в нефти. Ключевым фактором в организации этих чудес являются переговоры России и Ирана по созданию валюты для межстрановых расчетов, обеспеченной золотом. Постепенно, потенциально, это самый страшный удар по всей Бреттон-Вудской и долларово-центричной системе. Очень сильным системно-повышательным фоном для этого является глобальная недоинвестированность разведки и добычи в последние десятилетия, а также рисование безумного количества долларов. Недоинвестированность приключилась в связи с припадками слабоумия и подучий по поводу зеленой энергетики. Если эта валюта будет создана, в этом практически нет сомнений, то постепенно на торговлю в ней начнет переводиться оборот нефти и газа Ближнего Востока и всех остальных нефти и газоносных районов мира. А внутренние валюты стран, присоединяющихся к этой системе, постепенно, нежестким способом будут привязываться через экспорт и импорт, будут привязываться к этой валюте. Эти страны будут в основном из контура ОПЕК и БРИКС. Получится такой своеобразный мягкий золотоэнергетический стандарт. Это самый ужасный сценарий для системы доллара и всего Запада. Это фактически падение всей установленной 500 лет назад системы обмена БУС
на реальные ценности. Бусы последние 50 лет заменили бумажными фантиками, но необходимо помнить, что ликвидность любой валюты или обмен бус на золото, как и порядок на торговище, поддерживается в основном только грубой физической силой. От этого и подлезание НАТО к России и, как следствие, СВО. Такой принцип трансформации валютного рынка не подразумевает жестких обязательств и валютных союзов. Он организуется по квантово-нелинейному сетевому принципу с очень большим пространством свободы для участников. Создание этой валюты Россией и Ираном кардинально изменит принципы ценообразования на энергетических рынках. Когда мы будем смотреть нефть в золоте, я на этом вопросе остановлюсь подробнее. Но помимо этого, через нежесткую привязку национальных валют к этой валюте произойдут фундаментальные изменения на валютных рынках. Связано это будет с тем, что кардинально изменятся графики для анализа динамики рубля и иранского реала к доллару. Далее это будет происходить и с другими валютами, присоединяющимися к этой системе. Если коротко, то для анализа их динамики может кардинально измениться весь исторический график их динамики к доллару. Подробнее об этом мы поговорим, когда будем смотреть золото в рубле. Именно переговоры России и Ирана по созданию новой международной валюты является причиной беспрецедентной активизации Запада в СВО и в его попытках взорвать Закавказье и внутреннюю ситуацию в Иране. Бодрое согласие Штатов и Европы на танки и ракеты для евробандеровцев и радостное начало обсуждения самолетов – это реакция именно на процесс создания России и Ирана международной денежной единицы, обеспеченной золотом и нефтью. Напомню, что Саддама и Муаммара Каддафи быстренько убили, как только они всего лишь начали говорить о золоте и нефти. Поэтому Эльвира Сапизадовна и иранский начальник, и наши центральные банки – это сейчас по значимости как крупная армейская группировка. Они находятся на самом острие рисков. Но они за спинами таких людей, как Путин и Хаминеи. И кому положено, присмотрят. А сейчас я напомню технический контекст среднесрочного и краткосрочного прогнозов доллара к рублю в терминах формирования нашей долгосрочной картины. Это два наших долгосрочных сценария. Мы их смотрим из публикации в Дзене. Графики к роликам рубль-доллар, прогноз на 20-25 лет, часть 1, 2, 3. Ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. Если вам удобнее смотреть графики на сайте, а не с камеры, тормозните ролик и откройте эту публикацию. В том же месте будут и другие графики, которые мы сегодня будем смотреть в этом ролике. Первый сценарий условно сине-зеленый, вот этот вот, более плоский и растянутый. А второй условно зеленый, вот этот вот, более короткий и с более широким размахом колебаний. Вот так вот они схематично показаны. Подробно эти сценарии и критерии их разделения мы рассматривали в трех частях ролика долгосрочного прогноза на 20-25 лет. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Ключевой вопрос в разделении сценариев. Где и когда произойдет формирование вершины B? То есть либо вот по этому сценарию вот так, по этому сценарию примерно вот так. И произойдет ли ее пробой вверх, вот здесь вот, или вот здесь вот. И произойдет ли ее пробой вверх до существенного пробоя вниз минимум 2022 года. То есть либо произойдет пробой перед этим, либо не произойдет. Важный момент. Пробой должен произойти существенным образом, то есть ниже 45 рублей. Это главный критерий разделения двух этих сценариев. Средний краткосрочный прогноз – это как раз и есть сценарий формирования волны B. То есть либо вот этого фрагмента, либо вот этого. Ну и начало формирования волны C. Либо это будет дорисовывание волны А. То есть вот этот вариант
в рамках первого сценария через неглубокий не ниже 45 рублей пробой минимум 22 года. То есть вот сюда вот куда-то вот это вот место, где две линии нарисованы. И формирование нисходящего треугольника или флага. Подробно на этом я не останавливаюсь. Мы эти варианты подробно смотрели в предыдущих 3 роликах, ссылки на которые я дал выше. Масштаб волны B, то есть вот этот фрагмент, или вот этот, несколько кварталов или несколько лет, ну, в зависимости от варианта, потому что может быть растяжение и здесь, в общем-то. Поэтому рабочие масштабы для анализа квартала и месяца я еще раз акцентирую ваше внимание. Схема обозначена вот таким вот образом, но у нас возможно растяжение. То есть либо вот сюда, либо вот сюда. То есть об этом информацию, будет растяжение или нет, мы можем получить только из более краткосрочных графиков. Переходим к кварталу. Это квартальный график доллара на сессии с расчетами Today с начала десятых по настоящее время. Этот график и следующий в этом ролике, как обычно, размещены в публикации на Дзене. Ссылка на нее под этим роликом в описании. В дальнейшем при анализе результатов и при корректировке прогноза я к этой публикации буду обращаться. А у вас есть возможность смотреть по ней реализацию прогноза. Это документирование того, что я говорю, графическое. Все конкретные значения курса и ценовые критерии я привожу по рынку Today. Это очень важно. Они должны быть реализованы именно на рынке Today, а не на Tomorrow, фьючерсах, Форексе или на конских курсах курсах покупки и продажи какого-нибудь банка. Операции вы можете совершать где угодно, но критерии принятия решений в рамках этого анализа должно быть реализовано именно на рынке Today. В ближайшие 2-3 месяца перейдем. В ближайшие 2-3 месяца, как наиболее вероятный сценарий, я ожидаю еще 2 локальных максимума доллара в рубле. Первый в конце февраля, примерно вот здесь, в начале марта, примерно, то есть примерно через месяц от ролика. Прогноз по времени его формирования этого максимума помечен красной пунктирной линией. Это вот эта вот линия. Вот она. Наиболее вероятная область формирования этого локального максимума примерно 80 рублей, плюс-минус 1,5 рубля. Она помечена, середина области помечена красной толстой линией. И светло-зеленый цифирий 3. Вот она. Второй максимум доллара я ожидаю в первой половине середине мая. Прогноз времени формирования этого максимума тоже помечен пунктирной красной линией. То есть это вот время. Пунктирная красная линия. Наиболее вероятная область формирования этого второго максимума 84 рубля плюс-минус 1,5 рубля. Прогноз центра зоны его формирования, имеется в виду максимума, тоже помечен красной толстой линией. И помечен зеленой циферкой 5. Между этими максимумами, то есть между мартом и маем, я ожидаю коррекции. Наиболее вероятная область минимума этой коррекции 68 рублей. Плюс-минус 1,5 рубля. Эта зона помечена светло-зеленой линией и светло-зеленой цифирей 4. Вот этой. Цифры 3, 4, 5 намекают на возможность формирования 5-волновой структуры. Если она будет импульсной волной, мы это обсуждали раньше, что это такое, то существенно увеличится вероятность развития событий по первому долгосрочному, условно синему сценарию. То есть наиболее вероятный сценарий по доллару в ближайшие 3-4 месяца – это своеобразный зигзаг. То
есть вот так и вот так. С двумя возрастающими максимумами и откатом между ними. Подчеркну, что если сценарий начнет реализовываться, то при достижении первого уровня, то есть вот этого, необходимо в днях и неделях делать анализ на наличие критериев разворота и начало коррекции вниз. Мы это будем отслеживать и просматривать. Критерий, увеличивающий вероятность реализации сценария роста доллара и запускающий этот сценарий, это пробой вверх максимума декабря 2022 года. Вот этого. Этот максимум 72 рубля 88 копеек. На сессии Today, еще раз подчеркиваю. Этот критерий показан зелененькой стрелочкой. Сейчас будет логически сложное для понимания предложение. Соберитесь, пожалуйста. В случае пробоя вверх максимума декабря 2022 года и, соответственно, запуска реализации этого краткосрочного сценария роста доллара на 3-4 месяца и после формирования двух последующих максимумов и отката между ними, по результатам анализа в неделях и днях можно будет сформировать первое предположение о вероятности завершения формирования максимума волны B, которую мы обсуждали в самом начале ролика. А также можно будет оценить вероятность продолжения волны B и критерии и возможную область этого продолжения. Но предварительно можно сказать, что следующее очень сильное сопротивление находится в области 93-97 рублей, если она будет достигнута. Это вот здесь и вот здесь. Сопротивление помечено оранжевыми линиями. Это не прогноз. То есть, возможности движения в эту область можно будет сделать только после анализа. Сначала после реализации критериев, а потом и после реализации сценария краткосрочного роста. Мы это дело будем отслеживать. В области 85 рублей, вот здесь, 80-85 рублей, находится циклопическое сопротивление росту доллара. Если доллар достигнет этих уровней, то с очень высокой вероятностью в этой области сформируются критерии его разворота и коррекции куда-нибудь вниз. Ну вот сюда. Вот в эту область. Если критерии начала коррекции вниз будут выполнены, то наиболее вероятная область коррекции примерно 68-70 рублей. Середина этой области помечена светло-зеленой линией. Вот здесь. Если доллар там застабилизируется, то мы получим 5-волновую импульсную конструкцию и сильно вырастет вероятность дальнейшего движения доллара вверх. Вывод о стабилизации доллара в этой зоне можно будет сделать только на основе недельных и дневных данных, когда они появятся. Мы с вами будем присматривать за ситуацией. Но в случае, если доллар там не удержится и пробьет вниз минимум первого квартала в том месте, где он будет сформирован, то доллар переместится к промежуточной поддержке 65 рублей. Вот сюда вот. Она помечена пунктирной зеленой линией. Вот это вот место. Минимум января 67 рублей, в котором пока находится минимум первого квартала, показан красной стрелкой. Вот он, вот она. Это минимум. Вот он. Это стрелочка. Пробой вниз уровня минимума первого квартала после того, как первый квартал до конца сформируется, это критерий очень большого масштаба. Он существенно добавит к вероятности реализации второго глобального сценария зеленого зигзага. Сейчас этот минимум пока в 67 рублях, вот здесь вот. Но после формирования первого квартала и завершения второго, этот критерий изменится. Наиболее вероятно, он сместится в минимум второго квартала, ну там, где он будет сформирован. По мере развития ситуации мы будем отслеживать и корректировать эти критерии. Внимание, минимум первого квартала является критерием увеличения вероятности падения не потому, что он первый. Все чуть-чуть сложнее. А потому, что это результат анализа. Он просто попал в первый квартал. А для другой валюты или актива минимум их первого квартала, скорее всего, не будет иметь ничего общего с каким-нибудь сигналом. То есть ничего не будет значить.
В нашем случае, если при развитии коррекции из предполагаемой вершины B, вот где-то вот здесь, или вот здесь, будет пробит минимум первого квартала, то в 65 рублях доллар, скорее всего, не удержится и опустится в зону. То есть, если будет, при этом будет пробит минимум первого квартала после начала коррекции, то в 65 рублях доллар, скорее всего, не удержится. Эта зона помечена и сместится в зону очень сильной поддержки 58-61 рубль. Вот сюда вот. Эта зона помечена толстыми зелеными линиями. Если доллар дойдет до этой зоны, то далее он перейдет к широким колебаниям в диапазоне 58-68 рублей. Как минимум на несколько месяцев. Фактически это будет борьбой за определение дальнейшего глобального сценария. То есть первого или второго в нашей терминологии. Сейчас мы посмотрели сценарий среднесрочного роста, критерии его начала и возможную коррекцию после этого роста. Но возможен и сразу сценарий краткосреднесрочного падения. Критерий его начала одновременно является признаком уменьшения вероятности или сильной трансформации сценария краткосрочного роста. Критерием начала сценария краткосрочного падения доллара является пробой вниз минимума января 2023 года, то есть 67 рублей на сессии Today. Этот критерий показан красной стрелкой, как я уже раньше говорил. Фактически максимум декабря прошлого года, вот этот вот, и минимум января этого года, пока первый квартал не сформировался, зона разделения сценариев краткосрочного роста или падения. Сейчас минимум квартала это пока минимум января. И если он будет пробит вниз в первом квартале, то минимум первого квартала, если он не будет пробит вниз в первом квартале, то минимум первого квартала останется в этом же месте, в 67 рублях. Если же этот минимум будет пробит, все же, в течение февраля или марта, или позже, особенно в случае не пробоя максимума января, то тогда дальше все примерно, как уже обсудили чуть ранее для коррекции доллара после краткосрочного роста, но все будет идти гораздо бодрее. Доллар достаточно быстро опустится в область 65 рублей, она показана зеленой пунктирной линией. Но еще более вероятно, чем в первом сценарии коррекции краткосрочного роста, он опустится ниже, в область его очень сильной поддержки 58-61 рубль. Зона помечена двумя толстыми зелеными линиями. Напомню, что в принятой нами терминологии долгосрочного прогноза доллара до тех пор, пока не происходит глубокого пробоя минимума 2022 года, то есть вот здесь, то есть 50 копеек там, без копеек, на сессии Today, то есть глубокого, это значит не происходит пробоя ниже 45 рублей, мы находимся в условиях развития первого сценария, то есть формирования синих волн. Если доллар пробьет вниз уровень 67 рублей, вот этот вот, в первом квартале, и в первом же квартале опустится ниже уровня 58-61, и далее пробьет вниз минимум четвертого квартала, вот этот вот он помечен красной стрелочкой, это 56.84, то это будет означать увеличение вероятности того, что максимум декабря 2022 года, то есть вот это место, или максимум первого квартала, если он будет выше, чем это место, это максимум коррективной синей или зеленой волны B. И растет вероятность реализации второго долгосрочного сценария, то есть сценария зеленого зигзага в нашей терминологии. Если же уровень 56.84, то есть вот этот вот уровень, минимум четвертого квартала прошлого года, не будет пробит вниз в первом квартале 2023 года, и доллар стабилизируется в первом квартале в зоне своей очень сильной поддержки 58-61, то есть вот здесь вот, то критерием увеличения вероятности реализации второго долгосрочного зеленого сценария будет пробой
минимума первого квартала. Ну, там, где он сформируется. То есть, где будет, то есть это и будет критерием. Пробой этого минимума будет вероятностью, то есть будет сигналом того, что увеличивается вероятность реализации зеленого зигзага. Более детальные и краткосрочные критерии увеличения вероятности реализации второго долгосрочного сценария зеленого зигзага или продолжения развития в рамках первого долгосрочного сценария могут быть сформулированы только в случае, если доллар все-таки сходит в зону 61.58, то есть по факту, когда эти данные появятся. Но мы по мере развития событий с вами будем ситуацию отслеживать, корректировать наш прогноз и анализ. Мы разобрали два сценария краткосрочного поведения доллара к рублю. Определили критерии их развития и показали их взаимосвязь с долгосрочными сценариями. Зоной разделения краткосрочных сценариев является максимум декабря 2022 года, вот этот 72.88, и минимум января 2023. Ну, пока минимум января 67 рублей. Промежуточным сценарием между ними является сценарий колебания доллара в границах коридора 67-72, то есть в границах этого коридора. Если эти колебания продлятся без выхода за границы коридора в течение всего первого квартала, то пробой вниз минимума первого квартала дополнительно еще станет не только реализацией критерия краткосрочного падения, но и реализацией критерия увеличения вероятности развития второго долгосрочного сценария, развития зеленого зигзага вниз. Очень сложная фраза. С первого раза, может быть, даже будет достаточно тяжело понять. Я бы хотел дать пояснение, почему я выстраиваю фразы вот таким вот образом. Потому что все, скажем так, все слова несут достаточно важную смысловую нагрузку. Можно было бы объяснять при помощи, допустим, тыкания стрелочкой вот это сюда, вот это вот сюда, и это потом вот так и вот так. Но тогда будет усечен смысл того, о чем я говорю, и будет гораздо больше неоднозначности. А фразы построены таким образом, как я говорю, если их правильно понимать и все-таки, скажем так, то есть добираться до смысла того, что я говорю, они позволят уменьшить количество неоднозначностей и в конце концов сократить количество ошибок. Первый сценарий краткосрочного роста доллара, то есть сценарий пробоя вверх уровня 72.88, пока чуть более вероятен, чем сценарий краткосрочного падения, то есть пробоя вниз уровня 67 рублей. И это, кстати, отражает вот начинающийся скандал со Штатами по поводу взрыва северных потоков, то есть и утечки этой информации. Я полагаю, что, скорее всего, утекла эта информация не просто так, и наша контора за этим делом присматривала как бы. Есть деталь в этой публикации. Человек работал над этой публикацией 3 месяца. Считаем. 1, 2, 3. Вот как раз эти 3 месяца. Как только утекла информация, что он работает, вот он начался обостреж. И ту картинку, которую мы нарисовали, скажем так, то есть и те вероятности, которые мы говорим о том, что сценарий вверх чуть более вероятен, это как раз отражение того, что, по всей видимости, ситуация будет дальше эскалироваться каким-то образом. Ну, посмотрим, что дальше будет. Значит, но тем не менее, на мой взгляд, наиболее безопасной стратегией поведения является продажа долларов в области 72 рубля. Плюс-минус 50 копеек. То есть, ну, где-то вот здесь. У меня график просто чуть немножко не обновлен. Потому что рынок сейчас прямо здесь и находится. То есть, мы примерно в этой зоне сейчас и находимся. И далее возврат в эту позицию с ее небольшим наращиванием в случае пробоя вверх долларом на сессии Today уровня 72.88. То есть понятно, что я говорю. Под максимум мы закрываем позицию, фиксируем, или часть ее фиксируем ту прибыль, которую получали, если открывались где-то вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот как бы, то есть снижаем риски.
А в случае пробоя максимума и увеличения вероятности дальнейшего продолжения тенденции, мы эту позицию возвращаем. Вот о чем я сказал. Альтернатива такому закрытию длинной позиции – это пробой вниз уровня 67 рублей. То есть, грубо говоря, вот здесь стоит стоп на закрытие этой позиции. Открывать короткую позицию против доллара на этом критерии, то есть на пробое вниз критерия 67, на мой взгляд, достаточно опасно. Это коррективные волны, у них там будет работать достаточно сложно. Либо необходимо будет работать с позицией по ежедневным и по часовым данным. То есть в большем масштабе будет достаточно опасно работать. То есть там риски будут выше. В данной ситуации мы сталкиваемся с кажущимися противоречиями между тем, что в долгосрочном плане, в горизонте 20-25 лет, мы имеем более высокую вероятность развития сценария ухода доллара существенно ниже минимума уровня 2022 года и даже, может быть, ниже уровней 45-48, ну и туда дальше в глубину, как мы раньше смотрели. А в краткосрочном и среднем масштабе чуть более вероятным является рост доллара. Это нормально, если помнить о том, что оба долгосрочных сценария имеют достаточно широкие границы реализации, вплоть до подъема до максимумов 2022 года. Помните, мы с вами в предыдущих роликах как бы эти сценарии все разбирали. И даже немного выше. В предыдущем ролике, в третьей части, мы все эти варианты разбирали достаточно подробно. Противоречие масштабов – извечная проблема и головная боль всех аналитиков. Именно поэтому важным является анализ максимально доступного масштаба. Примерно так, как мы с вами прошли по золоту и по доллару к рублю. Аналогичная, но еще более парадоксальная ситуация возникает в корпоративном планировании, когда возникает не только противоречие между масштабами, допустим, в долларе, как в валюте выручки, но и противоречие масштабов в стоимости основного продукта, допустим, нефти, газа, никеля, меди или еще чего-нибудь. Фактически это противоречие между управленческими решениями разных масштабов. Например, решение о начале проекта по существенному увеличению основных фондов – это горизонт планирования на предполагаемый срок окупаемости, то есть лет на 10-20. А вот решение о тактике реализации этого решения, то есть о конкретном графике инвестирования, это тактическое решение со скользящим корректируемым планом на горизонте 3-5 лет. На него начинает влиять среднесрочный прогноз по валютам, ставкам, прогноз по стоимости капитальных затрат и так далее. В будущем по части этих сегментов рынка мы с вами постепенно пройдемся. Кстати, прогноз по недвижимости – это первое грубое приближение для оценки как затрат в части строительных работ, а индекс Московской биржи – грубая оценка динамики платежеспособного спроса. В следующем ролике мы начнем смотреть золото в рубле. Это будет очень важная тема, поскольку после этой темы у нас будет разобрано золото в долларе, золото в рубле и курс рубля к доллару. Во-первых, вы увидите, что курсы валют к золоту более качественно поддаются анализу и прогнозу, нежели курсы валют друг к другу. А во-вторых, сопоставление результатов разбора этих трех рынков будет уже достаточно для того, чтобы аргументированно сделать предположение о том, какая из этих единиц является более качественными деньгами. По крайней мере, в инвестиционном смысле. Ну и, в общем, может быть, вам, скажем так, станет более понятным, скажем так, как вести себя в вопросе, скажем так, выбора между рублем, долларом и золотом в определенных ситуациях. Но мы-то прям конкретно эту ситуацию разберем. И конкретно, как бы скажем так, то есть конкретные результаты, в общем-то, получим. Еще раз акцентирую ваше внимание. Мы не пытаемся с вами доказать, что золото какой-то грааль или универсальный актив. Я постепенно доказываю, что оно является более качественными деньгами в практическом плане. То есть дает реальные в деньгах более качественные результаты при анализе рынков, разработке
и реализации стратегии инвестиционного поведения. И не обязательно только торгово-рыночного. Далее вы увидите, что это работает и для корпоративного планирования, и для политэкономического. Но ни в коем случае все, что я говорил и буду говорить, не про сидение в золоте. Че, мы Кощеи, что ли? Нет, мы прагматичные русские инвесторы, доверяющие только научному подходу, и не верящие на слово всяким басням. На этом разрешите откланяться и пожелать всем непредвзятого и прозорливого взгляда на события и рынки. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. И до встречи в следующем ролике, друзья.